Всем привет! Сегодня разберем очень напряженную серию, в которой отношения героев начинают окончательно выходить из-под контроля. Здесь есть тайная любовь, предательство, беременность, скрытая правда и свадьба, которая может разрушить сразу несколько судеб. Начнем с Ямана и Дуру. Между ними происходит момент, который уже невозможно назвать случайностью. Яман признается Дуру в своих чувствах и говорит то, чего она, возможно, ждала очень давно. Он любит ее, а не Лейлу. Более того, Яман прямо заявляет, что не собирается жениться на Лейле и больше не хочет скрывать их отношения. И вот здесь возникает главный вопрос. Действительно ли Яман готов пойти против всех ради Дуру? Потому что сказать «я люблю тебя» намного проще, чем разрушить отношения, которые уже связали между собой две семьи. Если Яман действительно откажется от свадьбы, последствия могут быть намного серьезнее, чем обычный семейный скандал. А вот линия Налан становится неожиданно интересной. Ее отец замечает, что дочь изменилась. Она снова выглядит счастливой, спокойной и словно вернулась к той Налан, которой была до Левента. И, честно говоря, это одна из самых сильных деталей серии, потому что Налан постепенно начинает возвращать себя. Но Селма замечает совсем другое. Она начинает подозревать, что между Налан и Савашем возникла какая-то близость. После всего, что произошло с Левентом, Селма явно боится нового союза. Однако здесь сценарий делает интересный ход. Налан уже показала Савашу его место и даже ударила его. И это важный момент. Налан больше не выглядит той женщиной, которую можно легко сломать или использовать. Если сценаристы действительно будут развивать ее характер в этом направлении, она может стать одной из самых сильных героинь истории. Но лично мне кажется, что с Савашем еще не все закончено. Слишком много внимания уделяется его отношениям с Налан, чтобы эта линия просто исчезла. А затем происходит сцена, которая полностью меняет эмоциональный баланс серии. Гюль приходит к Парсу и говорит ему, что беременна. Да, именно так. Она утверждает, что носит ребенка от Парса и что этот ребенок может вернуть их друг к другу. Гюль признается, что все еще любит его и понимает, что когда-то сама разрушила их отношения. Но здесь у меня возникает серьезный вопрос. Действительно ли Гюль беременна? Или она использует беременность как последний шанс вернуть Парса? Потому что появление этой новости именно сейчас выглядит слишком удобным для развития сюжета. Если беременность настоящая, Парс окажется перед невероятно тяжелым выбором. Но если это ложь, Гюль может запустить цепочку событий, которую уже невозможно будет остановить, и я думаю, что именно здесь сценаристы могут подготовить один из главных сюрпризов следующих серий. Тем временем Герай узнает правду о Ямане и Лейле. Он понимает, что между ними существует роман, хотя Лейла должна выйти замуж. И здесь ситуация становится еще опаснее. Герай говорит, что не позволит этой тайне разрушить их дружбу. Но действительно ли он сможет спокойно наблюдать за тем, как его брат связан с Лейлой? Я сомневаюсь. Потому что когда семейная тайна становится слишком большой, рано или поздно кто-то обязательно говорит лишнее. А затем наступает один из самых болезненных моментов. Дуру узнает о Лейле и Ямане. Она понимает, что Лейла не просто скрывала отношения с Яманом, она еще и лгала ей. И это уже не просто любовный конфликт, это предательство между людьми, которые должны были доверять друг другу. Особенно интересно, что Дуру решает не устраивать сцену прямо сейчас. Она говорит, что должна скрыть свои чувства ради родителей и продолжить подготовку к поездке и свадьбе. И вот здесь я бы как раз немного покритиковал сценарий. Иногда герои слишком долго молчат даже тогда, когда зрителю уже очевидно, что правда вот-вот взорвется. С одной стороны, это создает напряжение, но с другой
Если Дуру действительно знает правду, ее решение просто улыбаться и продолжать подготовку к свадьбе может показаться слишком удобным для сценария. Хотя, возможно, именно это молчание и станет причиной самого большого взрыва. Потому что представьте, Лейла выходит замуж, уверенная, что все под контролем. Яман в последний момент решает отказаться. Дуру знает всю правду. Герай тоже знает о романе, а Парс внезапно узнает о беременности Гюль. Слишком много секретов для одной семьи. И самое интересное, никто из них пока не понимает, что все эти истории могут столкнуться одновременно. Мне кажется, свадьба Ямана и Лейлы еще не является окончательным решением. Наоборот, и я практически не верю, что эта свадьба спокойно состоится. Если Яман действительно любит Дуру, рано или поздно ему придется сделать выбор. И если он снова попытается сохранить сразу обе стороны, он потеряет обеих. Что касается Гюль, здесь я бы пока вообще не делал окончательных выводов. Беременность может оказаться настоящей, может оказаться ложью. А может быть, Гюль действительно беременна от Парса, но ребенок станет не способом вернуть любовь, а причиной нового конфликта. Именно поэтому следующая серия может стать намного опаснее этой. Сейчас все герои находятся буквально в нескольких шагах от разоблачения. Один разговор, один случайно услышанный телефонный звонок, одна встреча не с тем человеком, и вся эта система лжи рухнет. А теперь мне очень интересно узнать ваше мнение. Как вы думаете, действительно ли Гюль беременна от Парса? Откажется ли Яман от свадьбы с Лейлой ради Дуру и сможет ли Дуру простить Лейлу после всего, что произошло? Напишите свое мнение в комментариях. Мне очень интересно почитать ваши версии и понять, кто, по-вашему, первым раскроет всю правду. Если вам понравился этот обзор, поставьте лайк, подпишитесь на канал и обязательно включите уведомления, чтобы не пропустить следующие разборы серии. Спасибо, что посмотрели. До встречи в следующем обзоре.